Так, господа, добрый день, вторник, и у нас сегодня день особенной благодарности всем дамам и господам, поддержавших этот канал за прошедшую неделю. Это у нас следующие, господа. Это у нас, значит, Екатерина В. Спасибо, Екатерине В. Это у нас Борис М. Спасибо большое, значит. Это у нас Ольга Ша. Спасибо большое. Это в четверг ровно в 22 пришло 200 рублей от банка ВТБ. Но непонятно от кого именно. Это донат от Аркадия Че. Спасибо Аркадию большое. Так. Здесь у нас как бы все. Дальше. Господин с карточкой, заканчивающейся на 27. Значит, 2 доната, да. Спасибо ему большое за это. Так. Теперь здесь, соответственно. Значит, это Дмитрий Б. на поддержку философии. Спасибо. Дмитрий Б. за Большого Сержа спасибо. Тоже ему спасибо. Константин. Донат, значит, от Константина. Спасибо ему большое. Методикал. У Методикала 13 донатов. И он, конечно, ну не 13 донатов, донатов 4. Но по общей сумме, конечно, он становится однозначным лидером прошедшей недели. Спасибо ему большое. И вот еще от Дмитрия Б. еще один донат. Ну вот такие вот дела. Спасибо большое. Значит, мы сегодня продолжаем рассуждать об антигравитации в рамках общей теории относительности. Вообще говоря, что это такое, как ее получить. Значит, мы адресуемся к работе Николая Николаевича Горького, который написал в свое время, уже достаточно давно, ну, 1,5 года уже как, статью для журнала «Наука и жизнь», то есть научно-популярного журнала. Это редкий случай, когда я разбираю статьи в научно-популярном журнале, а не беру с самого начала оригинальные работы, да, опубликованные в каком-то журнале. Значит, о чем по большому счету идет речь? В общем-то, делается попытка остаться только в рамках общей теории относительности, плюс некие дополнительные факторы, которые у нас есть. Дополнительные факторы. То есть от квантовой гравитации, от некой такой ереси, представляется, нужно избавиться, но надо понять, откуда она взялась, откуда ноги растут, откуда появилась так называемая инфляционная теория. Она состоит в том, что согласно уравнениям общей теории относительности, у нас любой достаточно тяжелый объект в конце концов будет превратиться в черную дыру, то есть он будет превратиться в некую сингулярность, то есть произойдет коллапс некоторого объекта. В общем-то, всегда. И мы, ну и в конце концов у нас будет вселенная черных дыр, и плюс еще нейтрино может быть, и больше в ней не будет ничего. Вот такова рода история. Но сделалась попытка, если у нас изначально родилось такое количество вещества и такое количество материи, которые были во времена Большого взрыва, то почему этот объект не стал коллапсировать тут же? Почему он не превратился в одну большую сверхмассивную черную дыру, а почему там произошел некоторый взрыв? Ну вот инфляционисты так называемые, куда в основном относятся российские и советские физики, такие как Алексей Старобинский, Андрей Линда, и ряд прочих физиков, которые эту вещь. Они придумали некоторые специальные поля, которые будто бы задали некий первоначальный взрыв, то есть разлет материи с очень высокими температурами, сверхвысокими скоростями. Вместе с этой материей, согласно общей теории относительности, началось расширяться и пространство, и время. И именно на этот момент оно там родилось. И всем бы эта теория была хороша, но она вводит вот эти самые поля, которые опять не наблюдаются. Эти поля действовали, устроили нам большой бадабум или взрыв. И после этого взрыва у нас все по большому счету закончилось. Больше ничего не стало. То есть как бы дальше она разлетается автоматически. Вот эта теория инфляции, которая основана на более чем спорных гипотезах из области квантовой гравитации, в общем-то, и квантово-механическим каким-то вещам. И это то, чего Николай Николаевич от чего предлагает отречься. Но прежде всего давайте посмотрим на уравнение общей теории относительности и постараемся обсудить их еще раз и узнать, что в них является таким странным по большому счету. Так, сейчас минуточку, я его туда. Ага.
Так. 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 Вот я вам напоминаю, у нас вот эти array, это тензор Ricci, так называемый, это тензор, который отвечает за искривление пространства, время, материи. Это в левой части то, что стоит. Тут же рядом стоит член с лямбда. Ж это у нас метрический тензор, так называемый, то есть это то, как у нас тензор, который описывает у нас преобразование координат или скалярное произведение в данном римановом пространстве. Он у нас является источником всевозможного поля. Вот лямбда. Зачем он введен? В свое время Эйнштейн его ввел для того, чтобы попытаться сделать Вселенную станционарной. Но потом это не потребовалось, от него избавились, и последние десятилетия его опять ввели. Почему? Потому что было обнаружено, вроде бы как, ускоренное расширение Вселенной, вот это самое. И в этом ускоренном расширении Вселенной надо его было как-то объяснить, потому что все же понимают, если ты сжимаешь мячик, то он будет расширяться. Если ты будешь растягивать мячик, то он будет сужаться. То есть резинка такая туда-сюда. А тут бац, все и разлетается все с ускоренной скоростью. Вот он отвечает за так называемую непонятную темную энергию. Почему? Потому что как бы ускоренное расширение есть, лямбда-член в уравнении написали, но найти источник этого самого ускоренного расширения, его как-то описать не получается. Нам не это все очень важно, нам гораздо важнее правая часть, где есть большая буковка G, это универсальная гравитационная постоянная, у нас где есть скорость c в четвертой степени, где у нас есть число 8π, и самое главное вот этот тензор, t, μ, да, это некий тензор, который описывает напряжение всевозможного рода полей, всяких электрических, сильного, слабого взаимодействия. Вот вся энергия как бы находится там. То есть это тензор энергии импульса, его правильно описывать. Есть тензор энергии импульса, и мы видим, что энергия импульса в данном пространстве определяет кривизну этого самого пространства. И тем самым, когда мы понимаем, насколько пространство у нас кривое, мы понимаем, как объект в этой точке будет двигаться по некоторым линиям, которые называются геодезические, и тем самым мы автоматически решаем задачу о его движении. Ну вот обратите, что вот эти самые поля, куда чего только не входит. С ним есть несколько очень интересных казусов. Одна из них состоит из того, что входит ли туда, например, гравитационное поле. Ведь понятно, что есть сильное, слабое взаимодействие, еще какие-нибудь наверняка есть взаимодействия. А вот гравитационное поле туда входит или нет? Оно же гравитационное, оно притягивает такие здоровые шары там, и каменные, и газовые друг к другу, к Солнцу, туда еще там. Бывают какие-то там так называемые гравитационные волны, что-то там колеблется. Представляете, сколько нужно энергии запастись, чтобы колебать пространство, помещенного в нем небоскребами, домами, лунами, солнцами и всем прочим, пульсарами, другими черными дырами. Это громадное количество энергии, которое там должно находиться. Так вот, спрашивается, мы гравитационное поле сюда должны записать или не должны записать? То есть некий универсальный принцип требует, чтобы мы гравитационное поле вот в этот самый тензор запихали. Давайте я еще раз себя верну немножко. Да. Чтобы мы этот гравитационный тензор туда его запихали. Итак, первоначально, когда-то у нас и сделал в 15 году Альберт Эйнштейн. Но потом, поразмыслив, где-то к году 19, он от этого отказался. То есть у нас метрику пространства объясняют всевозможные поля и всевозможные импульсы, но только не гравитационные. И только не гравитационные волны. Все, что вот угодно, вот такая у него появилась некоторая странная версия. Почему? Ну, во-первых, потому что если мы туда добавим еще гравитацию, то она будет обладать очень странными свойствами. Мы знаем, что одно из чудес этого мира, одно из самых удивительных чудес, которые мы только знаем, это то, что в ней наблюдается эквивалентность инерционной массы и гравитационной. То есть у нас масса является и гравитационным зарядом с одной стороны, подобно тому есть электрический заряд, это электромагнитный заряд, да? И с другой стороны, она является как бы мерой инертности тела. Но для электромагнетизма это будет обычная масса, то есть она не будет равна заряду, они между собой различаются. А здесь это одно и то же. Это одно и то же. К чему это приводит? В том, что если у тебя есть простейший механический, значит, только инструментарий, самый что ни есть простейший, мы никогда не сможем
отличить, что с нами происходит, а? Вот если мы движемся по геодезической, теоретически, да, мы как движемся по какой-то кривой, мы что, движемся в некой ускоренной системе отсчета? Или мы находимся в гравитационном поле? То есть мы не отличаем гравитационное поле, нахождение в нем, от ускорения. То есть теоретически, вот, если бы я был в чистом вакууме, меня бы ускоряли со скоростью g, вот это, я бы не смог это отличить от того, если я был в замкнутой комнате, я бы не понял, где я стою на земле, или меня где-то в пустоте ускоряют. Замечу, что в общем случае это не так. Достаточно взять какой-нибудь электрический заряд, ну представим, что у нас есть электромагнетизм, то я запросто отличу себя, находящегося, например, ну как минимум в системе с неоднородным ускорением, от того, что нахожусь ли я в системе с неоднородным переменным гравитационным полем. По той простой причине, что если я движусь как-то с ускорением, и не обязательно однородным ускорением, движение не равно ускоренное, ну вот для примера, то я излучаю, у меня заряд излучает. А если он лежит на столе на какой-то там планете, где-то, где колеблется, осциллирует, значит, гравитационное поле, то таким образом он излучать не будет. То есть мы отличить один объект от другого можем. А здесь вот так. Здесь на самом деле получается, что в механической системе мы не в состоянии отличить. К чему это приводит? К тому, что, допустим, я буду писать аналогичный тензор, отвечающий за гравитационное поле, и получается, что выбором системы отсчета я могу его превратить в ноль. В этом случае о таком тензоре говорят как о псевдотензоре. Вот обычный же тензор, он не такой. Ты выбором системы отсчета не сможешь обратить его в нуль. Ну, возьмите, например, любой вектор, да, и составьте из него тензор, допустим. Ну, возьмем вектор возьмем. Он имеет определенного рода длину. Сколько ты его не вращай, куда-нибудь не сделай, вектор всегда будет равен какой-то определенной рода длине. Ты можешь выстроить весь этот вектор вдоль оси x, можешь относительно вдоль оси y, можешь посередине его поставить, он всегда будет иметь некоторую длину. А здесь получается, что ты более сложный объект, вообще говоря, с 16 компонентами, можешь превратить в ноль выбором вот этого. Это некоторое возражение, которое всегда проводят для вот этой самой общей теории относительности, и она приводит к забавным следствиям, что у нее не выполняются основные законы. Не выполняется закон сохранения энергии, не выполняется закон сохранения импульса, момента импульса, чего только в ней все ничего нет, чего не возьми, никаких законов и нет. Вот это вот такого рода история, на которую я хочу обратить ваше внимание. К чему это приводит? Является ли гравитационная волна, появившаяся, как мы знаем, при слиянии двух сверхтяжелых объектов, двух черных дыр, вот эта гравитационная волна, является ли она чем-то источником вторичного гравитационного излучения? Если верить Эйнштейну 19 года, то нет. Это удивительно. Она же гравитационная волна, у нее же должна быть какая-то собственная энергия, энергия равна массе на скорость света в квадрате, вообще говоря. Она же тоже должна притягивать. И таким образом наше внимание Николай Николаевич обращает на следующий факт, что если две черные дыры столкнулись, а часть их энергии, это 5% и больше, может быть 1%, может 10%, может 15%, превратилась в гравитационное, значит, поле, допустим, в гравитационные волны. Ну, как и в гравитационное поле тоже, да, но это не предмет сегодняшнего рассказа. То у нас гравитирующая масса, таким образом, она становится меньше. Но согнутое, гнутое пространство и время вокруг этого гравитирующей массы, она реагирует на этот процесс с определенного рода опозданием. Вот такая вот интересная вещь. То есть тем самым у нас появилась, например, попытка, давайте я постараюсь его на примере картинки про него поговорить. Картинки Николая Николаевича, собственно. Давайте мы их поговорим. О картинках Николая Николаевича. Так, здесь это какая-то реклама Госпрудбанка. Вот, в теории Эйнштейна. Ну вот это проблема, о которой мы говорили 2 дня назад, да, что две черные дыры, если будут сливаться,
то вообще говоря, в ньютоновской обычной физике они должны оказаться в положении, значит, их барицентра, то есть центра масс. Значит, совершенно не так в общей теории относительности. У них по каким-то причинам большая дыра будет двигаться в направлении меньшей. И вот на картинке Б это сделано. Здесь нарисована такая картина, когда большие черные дыры распределены в форме шара. Эти формы шара, они должны, конечно, стремиться к общему барицентру. Но около каждой из них по маленькой черной дыре появилась, которая, например, в 5 раз меньше большой. И тогда у нас что сделает? Когда они сольются, они получат импульс в направлении меньшей частицы. Если расстояние между ними, ну если размеры 1 к 5 по массе, то эта скорость будет чудовищная. Она будет равна 175 км в секунду. То есть мы видим тем самым, что в этой простейшей картинке слияние двух черных дыр привело к появлению не гравитации, как на рисунке, а к антигравитации, то есть к Б, вот такого рода расталкиванию. Давайте посмотрим, как это связано у нас с гравитационными волнами. А с гравитационными волнами это связано вот так. То есть представьте себе, у нас по центру здесь есть определенного рода Солнце. И таким образом у нас есть такая большая впадина. Вот она, большая-пребольшая впадина. По ней вот движется Земля. Вот двойка это касательная, единичка это значит туда куда-то. Это и направление по окружности. И теперь по каким-то причинам Солнце взяло и испарилось, то есть превратилось в гравитационные волны. И она здесь оказалась некая пустота. Тогда здесь возникнет некий такой вот бугорок специальный. Этот бугорок будет устроен таким образом, что у нас Земля вместо того, чтобы притягиваться, начнет отталкиваться. С точки зрения, значит, Николая Николаевича, у нас появится некий дополнительный член, пропорциональный единице на r. Что значит пропорциональная единица на r? Это означает, что он очень долгодействующий, он долгоиграющий. То есть r единица на r квадрат затихает гораздо быстрее, чем вот это самое r. То есть появляется некое поле, называют его моноволной, да, почему-то. Ну, хорошо. Вот он появляется, которое дальнодействующее, которое затихает очень медленно. Интересно, почему, где что-то у нас закон сохранения энергии. Это удивительно. Ну, хорошо, ну пусть так. Вот, оно затихает достаточно медленно, и которое пронизывает всю вот эту подобную Вселенную. Вот такова рода история, которую мы на сегодняшний день наблюдаем. Что у нас должно произойти, если у нас без всякой теории поля происходит схлапывание Вселенной? Вот представляете, вся Вселенная сжимается, 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 сжимается. Тогда черных дыр становится очень много, что таким образом, что начинается массовое слияние. Вначале образуется одна большая дыра по центру, а на нее начинают набрасываться большое количество маленьких. И тем самым, согласно картинке и выше, и вот этой, у нас происходит некий взрыв, начинается мгновенное расталкивание. Это расталкивание обладает как бы высокой инерциальностью или чем-то еще. Но потом эта сила, она перестает действовать. Почему? Потому что черные дыры перестают сливаться. И здесь надо поговорить, если мы только что обсудили вопрос с антигравитацией, с антигравитацией, то теперь можно поговорить о супергравитации. Так что же у нас происходит? Мы видим, что источником подобного безобразия является то, что гравитационные волны не входят, в отличие от всех остальных волн, в правую часть, то есть в тензор энергии импульса общей теории относительности. Они туда не входят ни в коем случае. Происходят вот такого рода эффекты. Они вот смешные достаточно. Что у нас здесь начинает происходить? Откуда возникает у нас гипергравитация? Вот она откуда возникает? Она возникает из простых вещей, что гравитационные волны, начав путешествовать по миру, они никуда на самом деле не деваются. Они существуют в качестве чего-то реликтового. И дальнейшие черные дыры начинают их накапливать. То есть они их просто-напросто поглощают и становятся от этого всего лишь тяжелее. Они становятся все тяжелее и тяжелее. Но что у нас будет происходить, если они будут становиться тяжелее? Это означает, что их масса начинает расти, и, следовательно, вот этот эффект антигравитации, связанный с уменьшением массы черных дыр, приводит к тому, что у нас наоборот возникает гипергравитация. То есть у нас возникает некоторое дополнительное как бы вот притягивание.
притягивание оно возникает. Что оно должно сделать, это дополнительное притягивание? Это дополнительное притягивание у нас следующим образом должно превратить вот эту нашу самую систему постепенно замедляющуюся. И в конце концов это глобальное расширение, оно закончится, оно заменит себя на некоторое постоянное сжатие. И вот после этого постоянного сжатия Вселенная опять начнет сжиматься, вот этот самый кусочек, маленькую область в 10 световых лет. Для этого ей нужно триллион лет. Там опять начнутся слияния, значит, черных дыр. Черные дыры будут терять свою массу интенсивно, и возникнет антигравитация. И она в какой-то момент взорвется, начнется расширяться в данные стороны. И что интересно, она расширяется с большим ускорением. То есть эту работу на самом деле достаточно давно в квази-ньютоновском случае Николай Николаевич опубликовал в каком-то журнале. Но после этого вместе с теоретиком Александром Васильковым они эту задачу решили точно. Они решили эту задачу точно, и в этой, значит, задаче получила следующий ответ, что и в общей теории относительности такие рода эффекты, они на самом деле возможны. Вот. То есть теперь посмотрим, как у нас происходит это на самом деле. Да? Давайте я переключусь обратно. То есть смотрите, что у нас получается происходит. То есть у нас возникает осциллирующая Вселенная. Она связана с тем, что гравитационные волны то испускаются, то поглощаются обратно. Когда их много поглощается, масса черных дыр растет, и тем самым Вселенная начинает замедляться. В конце концов, она пытается сжать точку, то, что это раньше называли сингулярностью некоторые, благодаря которой Эйнштейн говорил, раз они есть в его теории, то теория неверна. Вот. Но этого на самом деле не происходит, без всяких полевых ухищрений, потому что в некотором небольшом объеме черные дыры начинают обратно сливаться и выкидывать из себя большое количество гравитационных волн, которые по загадочной причине совершенно не взаимодействуют с остальным веществом, вот, то есть сами не являются источником гравитации вторичной. В общем-то. И в конце концов происходит взрыв, то есть эта гармошка сжимается, начинает расширяться в обратном направлении. Вот она расширяется. При том, что интересно, решения показывают, что она расширяется с неким ускорением. Еще интересный результат, который обнаружил Горькавый вместе с Васильковым. Они обнаружили следующий факт, что можно как-то попытаться объяснить вот это самое напряжение Хаббла. Я напомню, что на сегодняшний день Вселенная расширяется, и параметр ее расширения, так называемое постоянное Хаббла. Было открыто на самом деле, что при измерении различными методами там отклонение примерно 10%. Николай Николаевич говорит, что вообще говоря есть определенного рода анизотропия. То есть в одних направлениях одна постоянная Хаббла, в других другая постоянная Хаббла. Ну не знаю. Связано это, собственно, с анизотропией или с методами измерения. Ну непонятно. И вот у них во втором порядке при решении вот этих самых уравнений с Васильковым вдруг оказывается на самом деле, что она действительно, Вселенная расширяется анизотропно, а не изотропно, неоднородно. Это интересный тоже факт. То есть второй порядок задает нам некоторое анизотропное расширение Вселенной, то есть позволяет объяснить вот это напряжение, модное последние 10 лет, напряжение Хаббла. Вот такого рода история. Здесь сразу же можно сказать несколько чисто методических замечаний, которые они есть. Что здесь интересно? Потому что здесь есть некоторое чудо, оно состоит в том, что из одного принципа удается объяснить целый ряд эффектов. Вот подобного рода удача, она бывает на самом деле в жизни очень редко. Вот. Она такая вот очень редкая эта удача, с этим сложно встретиться, и ее как бы так объяснить как-то в этом году. Такая штука. Что она предсказывает? Ну, она предсказывает то, что уже немножко и найдено. То есть мощная гравитационная реликтовый набор сверхдлинных, то есть реликтовых старых гравитационных волн. Вот их тоже интересно поискать каким-то образом. Ну вот так вот она осциллирует. Гравитационные волны переходят, значит, в эту. Гравитационные волны переходят в черные дыры, а черные дыры переходят в гравитационные волны. Вот такие вот вещи.
Что здесь еще, наверное, можно из такого интересного отметить? Значит, некоторые тоже еще замечания. То есть есть у нас, например, релятивистская теория Лагунова. Она просто так на самом деле объясняет следующие эффекты. Она утверждает, что схлапывание в сингулярности так невозможно. То есть у нас вот этот коллапсер, то есть постоянно коллапсирующий объект некоторый возникает, вечно коллапсирующий объект. Какой бы большой, какой бы он тяжелый не был, какой бы звезда ни была, в конце концов он не превращается в черную дыру, то есть в некую аномалию сингулярности, а превращается в некий объект, который является, конечно, гравитационным колодцем, но который никогда не достигнет объема, значит, этого поверхности Шварцшильда. Никогда. В черную дыру он не превратится. Какой здесь интересный аспект, который мы видим в релятивистской теории гравитации, если они опять-таки говорить. У него, поскольку этот объект может быть сверх массивным, очень большое гравитационное красное смещение. Очень большое гравитационное красное смещение. Если настоящее космологическое красное смещение, это еще бабушка надвое сказали. Но у нас есть такой странный объект, как квазары, я напомню его, да? Он обладает некоторыми свойствами. Во-первых, все квазары находятся очень далеко, у них все большие красные смещения. Второе, нет ни одного чистого квазара, все они торчат на фоне каких-то галактик. Да? Третье. И третье, в последнее время было показано, что некоторые из древнейших квазаров, благодаря телескопу Джеймс Уэбб, находятся в некой пустоте, где нет никакого вещества. А у нас объясняется его сверхсветовая мощь, иногда равная тысячам галактик, не Солнце, галактик. Она, значит, объясняется тем, что на него падает некое вещество. Но Джеймс Уэбб показывает, по крайней мере точно с точки зрения одного квазара, что никакого вещества с близкими к черной дыре, то есть к самому квазару, этими красными смещениями там нет. Во всем остальном, для остальных сверхдальних квазаров его тоже рядом нет. Вот это вот подобного рода вещь, которая наблюдения Джеймса Уэбба, они появились, конечно, после написания этой работы Николаем Николаевичем. Но что мы здесь видим? Мы видим, что теория Лагунова, например, вот этот эффект, объясняет легко и красиво. Как она его объясняет? А у тебя есть некий объект с очень большим гравитационным красным смещением. А мы считаем, что таких объектов быть не может. Интерпретируем красное смещение это как космологическое красное смещение. То есть мы думаем, что этот объект находится, бывает, в 1000 раз дальше, чем он на самом деле находится. А он находится в той самой галактике, в которой мы его и видим. Он в нем и находится. Он просто очень тяжелый, и за счет этого у нас возникает. В результате у нас эта тусклая звездочка превращается из-за большого красного смещения в пересчете, превращается в сверхмощный источник излучения света, превосходящий, бывает, десятки, сотни, тысячи целых галактик, населенными там многими миллиардами и триллионами звезд. Вот такого рода. Просто мы его неправильно рассчитали. Вот. И тогда совершенно понятно, почему это просто сияющая звезда. Это не какая там черная дыра, поглощающая из окрестной пустыни много-много вещества, часть поглощающую внутрь себя, а часть ускоряющую до релятивистских скоростей, выбрасывающую в пространство. Ну вот такая вот рода история, о чем мы можем сказать, что есть изначально, например, теория, релятивистская теория гравитации Лагунова, которая с самого начала не предполагает существование черных дыр. А здесь, если вы посмотрите, то все, без исключения объясняется несуществующим, невозможным и ненаблюдаемым никогда объектом, черной дырой. Вот такая интересная теория. Ладно, спасибо за внимание. Я готов что-нибудь пообсуждать. Да. Вот методика. Интересно, что модель Гаркау напоминает старое представление Вселенной в большом масштабе. Сфера материи, окруженная бесконечной пустотой. Вот как-то так, да.
Только вот там бесконечной пустотой. Наверное, будет бесконечной. Она у нее с всех сторон черной дырой окружена. А где там черная дыра, в чем она находится, никто не знает. Вот. Да, кстати, вот если спасибо, что напомнили про бесконечную пустоту. В теории Лагунова материя изначально плоская. Плоская. Все пространство Минковского. То есть вот его Римановость, она является кажущимся. Это эффективное Рионово пространство. А на самом деле пространство плоское. Тем самым мы оказываемся, раз у нас пространство с самого начала плоское. Вот эту самую большую ошибку в истории науки мы ее можем игнорировать, потому что у нас пространство Минковского, его нельзя согнуть в этом смысле. И нельзя ошибиться на 120 порядков с наблюдаемыми фактами. У нас ведь за счет энергии вакуума, в общей теории относительности, если учтем всю энергию вакуума, то это пространство должно у нас сплющиться, согнуться и отличаться от его плоского вида нынешнего аж на 120 порядков. При том, что частицы во Вселенной 10/80. А там вот такая вот рода. А у Лагунова таких глупых проблем даже не возникает. И волны у него обычные волны. Не колебания там пространства как-то, а просто колебания предметов в пространстве. Идет волна, как в этом. У тебя кораблик есть, там, детектор Лига, допустим, на поверхности пруда. Идет волна, она его колеблет. Не пространство само колеблется, а вот это такая обычная вещь. Тоже предсказывает существование. Мне очень интересно, как отличают лиговцы. Ну, я живу в районе Лигова, да. Лиговцы как отличают вот волны, гравитационные волны в смысле Эйнштейна от гравитационных волн, например, в духе Лагунова. Ну, понятно, что Лагуновым его теорией никто не интересуется. Она никому не нужна, она является нечто маргинальным, тем вообще говоря. Но маргинальным не в том, что она чем-то плоха, а в том, что ну не надо об этом говорить, да. Ну не надо, не модно. У нас есть модная теория. Вот такая вот вещь. Да, вот я еще хотел сказать. Я в ближайшее время на один из ваших вопросов отвечу. Можно ли предложить эксперименты, которые могли бы подтвердить или опровергнуть ОТО? Или это из области не знаем и не узнаем? Вот и мы разберем их. Я над этим вопросом подумал. Возьмем одну статью Лоскутова и постараемся их разобрать. Спасибо. Так. Что у нас тут? Не, у нас больше ничего. В этой вселенной антигравитации не может быть в принципе. Но вы думаете? Ну, может быть. Своевременно именно. Да, да. О чем мы еще можем говорить в наше непростое пропагандистское время? Только как о гравитации, о работе Николая Николаевича Горького и так далее. Добрый вечер, Игорь. Можно сказать так. Природная антигравитация невозможна. Ее не увидеть в природе, так как мы видим пример электричества у угря. Но мы много чего не видим в этом. В природе никто не летает на орбиту Земли. Он много чего не использует. Там нет самолетов, например. То есть очень тяжелых объектов, созданных из железа или там, из алюминия на худой случай. Много чего нет в природе того, что умеет делать человек. И был там такой, Гребенников был такой. Вот он утверждал, что антигравитация существует у жука. И даже написал там, тоже, по-моему, в технике молодежи 1 апреля вышла статья Гребенникова, где он типа построил некий летающий аппарат и на нем путешествовал взад-вперед по России и наблюдал за жизнью насекомых на основе этих крыльев жуков. Но для высшего разума это возможно. И тогда наличие антигравитации некой цивилизации будет своего рода дипломом некой квалификации. Слесарь 6-го разряда, то есть цивилизация космического уровня. Ну, может быть, вполне. Но вот опять мы же про любимых этих плюшевых мишек-то, которые прилетели на Землю, ее завоевывать. То есть по какой-то причине у землян антигравитации не было, а у них была. А больше у них ничего не было. Они освещали свои космические корабли светлячками.
и стреляли из мушкетов пороховых. И они думали, что легко завоюют землю. И выяснилось, что земляне их, помните, да? Этот фантастический рассказ. И выяснилось, что их земляне превосходят во всем, только у них антигравитации нет. То есть это очень интересный вопрос, что, может быть, она и есть, только мы ходим мимо нее. Опять-таки, другой фантастический рассказ. Помните, как некий специалист по управлению наукой придумал, как заставить ученых работать в области антигравитации. Он снял как бы некий фальшивый фильм, говорит, вот был такой исследователь, вот у него, видите, он летал, у него была антигравитация, собрал всех этих умов и думать, как бы он это делал. Потом он типа погиб в какой-то аварии, в каком-то эксперименте. Один из этих выдающихся умов уже сказал, что это невозможно, и ушел. А остальные начали думать. И где-то через год-два размышлений они сказали, ну вот да, у нас тут это. Не бывает, пока летать мы на этом деле не можем, но вот килограммовую чушку над землей поднять мы это можем. То есть главное в атомной бомбе знать, что она существует. Так и в антигравитации тоже самое важное знать, что она существует. Может быть, действительно есть. Мы уже о другой гравитации говорили, помните, о энтропийной теории гравитации. И когда-то давно, я даже не знаю еще о энтропийной теории гравитации, я высказывал некое предположение, что если мы имеем какой-то негоэнтропийный процесс, вполне возможно, у нас будет некое ослабление гравитации, притяжения в этот самый момент где-то в окрестностях. Ну, будто бы Кулешов, ну, из Казани-то. Такие эффекты он наблюдал, типа того, что когда у него шел мощный негоэнтропийный процесс, что-то происходило. Но подтвердить и опровергнуть мы это не можем. Всем доброго стрима, да. Добрый вечер. Сергей Ледовский. Гравитацию можно эффективно подавить только встречной гравитацией, которая должна быть направлена перпендикулярно притягивающему объекту между неоднородностями его гравитационного поля. Но не очень я это понимаю, потому что все-таки принцип суперпозиции выполняется для гравитационного поля. Поэтому как подавить-то? Сейчас проверим, вдруг мне еще что-нибудь пришло. Если бобер, пишет Методикал, строящий космические корабли, решит изучить способ коммуникации людей и напишет в архив статью с разнесением мото, будет ли это означать, что он обладает разумом? Все-таки нужно знать как-то иначе. Но если он напишет статью, да, то есть если он будет обладать языком, вот. Если он поймет, что есть такая хрень удивительная, как язык, и другая хрень, которая называется сознание, и третья хрень, которая называется разумом, то он будет молодец. То да, но мы будем считать, что он будет обладать разумом, наверное. Ну вот разум это вот такая, это как у первых этих насекомых, для которых был крылья, это был половой орган. Они ими просто их топорщили и выигрывали битву за самок, допустим. А потом кто-то из них догадался, что при помощи этого полового органа можно летать или прыгать на большие расстояния. Вот и с нами точно так же. Наш разум, язык и всякое прочее, оно возникло из каких-то других целей совершенно, не имеющих отношения к тому, как мы его используем. А потом вдруг выяснилось, что при помощи этой самой штуки можно решать квадратные уравнения. Ну, почти только квадратные уравнения решать. Больше почти ничего нельзя с ней делать. Вот такие вот дела. Ну, такие дела, да. Мы-то его назовем, конечно, разумом, но если бобер сможет написать на архиве статью с разъяснением мото, то мы-то его так называть будем. Это, как он будет называть нас на своем ни языке, ни в своем ни разуме, я думаю, что это что-то будет совершенно не цензурным, то есть непереводимым. Вот так, спасибо. Здравствуйте, Игорь. Крепкого здравия. Интересного стрима всем.
Что вдохновите гравирующе на еще более интересные темы, не забывайте ставить обязательные лайки. По возможности переводите донаты на любую посильную, даже полностью символическую сумму. Да, спасибо. А энергия не есть антигравитация, ведь само движение – это противодействие гравитации. Ну, здесь ряд очень многих... Вы здесь правы, то, что это очень интересно. Почему? Потому что энергия гравитационного поля – это единственная энергия, которая отрицательна в нашем мире. Ну, логика, она очень простая. Она состоит в том, что ясно, что если у тебя есть некая энергия на бесконечности, то она должна быть равна нулю. Ну, тела же не взаимодействуют, значит, два больших тела на бесконечности, значит, она равна нулю. Но что происходит, если одно тело начинает приближаться к другому, притягиваться? То его часть, его энергии превращается в кинетическую, то есть в самое это движение, которое всегда положительно. Это означает, что вся общая энергия должна сохраняться. Это означает, если раньше было 0, а теперь одно из слагаемых стало положительным, то второе, так называемая потенциальная энергия гравитационного поля, стала отрицательным. И это некое чудо, которое в электромагнетизме и во всех остальных вещах, оно по большому счету не наблюдается. Это вот одно из чудес, связанное с гравитацией. Его как раз Николай Николаевич в этой своей заметке там обсуждает. Оно действительно удивительное. Вот так. Либо заказать интересующую вас тему за скромное пожертвование в размере 5000 рублей. Ну да, можно. Можно теоретически заказать. Ссылки на реквизиты указаны в описании к данному видео. Спасибо. К тому же при диссипации тела выпадают друг на друга в силу исчерпания кинетической энергии. Ну вот выпадают, да. Это вот удивительно, почему оно отрицательное бывает, а не какое-то еще. Огромная благодарность всем отзывчивым и щедрым сердцем. Именно благодаря вам продолжается самый высокоинтеллектуальный канал на русскоязычном просторе. Спасибо, да, это действительно так. Но здесь у меня больше ничего нет. Игорь, скажите, если масса искривляет пространство, то объекты по орбитам движутся без ускорения? А если так, то не искривляет ли также пространство вокруг себя? Тогда электрон на орбите не излучает? Ну вот странно. Ну, про электрон на орбите, поскольку там движение, если по окружности идет, можно говорить всякое. Ну, говорят, что он, мол, будто бы это... Интересно неравно ускоренное движение. Интересно неравно ускоренное движение. То есть ускоренное, но постоянное со сменой знака и направления этого ускорения. Вот это особо интересно. Что уж точно электрон излучает. Ну как мы можем сказать, что объекты по орбитам движутся без ускорения? Ну странно. Ну много там странного. Когда начинаешь гнуть пространство, особенно вот так, там странность на странности вылезает и странностью погоняет. Да, спасибо. Заряд пространства не искривляет. Ну вот сделали такие попытки сказать, что заряд искривляет пространство. Но искривляет какие-то там дополнительные измерения, которые компактифицированы, и мы их не видим. Вот такие попытки делаются, по-моему, безуспешные. Спецполе для спецзадач. Это что значит? Чисто уморительно, бредово. Равные ЧД притягиваются одинаково. Меньше тянет больше. По индукции. Чем меньше ЧД, тем сильнее оттягивает большую. Космическая гомеопатия. Да, чем меньше ЧД, то, когда она сольется, то сильнее большая будет нестись по орбите. Удивительно, да? Да. Nature. Кензо Хамада. Фононезависимая, перенормируемая, квантовая, а не вантовая, да? Гравитация, без черных дыр. За горизонтом осцилляция среди типа переохлажденной
жидкости. Популяризация Андрея Великохатского. YouTube. Ну, наверное, интересно. Не знаю, правда, что такое. Тоже квантовая гравитация. Еще раз всех приветствую. Напоминаю о необходимости вашей поддержки. Спасибо. Сейчас проверим. Не, поддержка не пришла. По Горькому должно существовать много ЧД промежуточной массы. Да, мы это в прошлый раз обсуждали. Нет, по Горькому должно существовать не должно существовать много ЧД промежуточной массы. Наоборот. Почему? Потому что черные дыры растут, когда они маленькие, они растут медленно. Им нужно много циклы осцилляции Вселенной и ее перерождений, чтобы они хоть как-то выросли. А большие сверхмассивные дыры растут очень быстро. Почему нет промежуточных? Потому что их масса достаточно велика, чтобы они выросли и покинули класс промежуточных дыр. На что я честно говорил, что это противоречит экспериментальным данным. Потому что значительная часть так называемых гравитационных волн, она зафиксирована от слияния дыр промежуточной массы. А их-то мы и не наблюдаем. И по теории Горького их не должно быть. Это реликтовые черные дыры. Ну вот на самом деле нет промежуточной массы. То есть все реликтовые черные дыры, если они маленькие, то они остаются маленькими, а если они промежуточной массы, то они превращаются в сверхмассивные черные дыры. Вот так. А мне в современной картине мира каждый раз представляется сцена, когда кто-то из наших древних предков, вступив в контакт с продвинутыми инопланетянами, спросил, а какой наш мир? Плоский. Ну да, плоский, удивительно. Но инопланетяне под плоским миром имели в виду всю галактику, а не лишь нашу планету. Они решили, что у нас планета плоская, да? Угу. Ну, может быть. В чем заключается парадокс гравитационной энергии, согласно теории Ньютона? Почему Максвелл отказался от попыток построения теории гравитации? Тем, что гравитационная энергия, она отрицательная. В общем-то, она отрицательная. Как такое может быть? Мы это вопрос обсудили, да. Насчет гравитации. Как вы, Игорь, объясните, что происходит на этих встречах, переговорах? Тут есть какой-то смысл. Да вот хрен его знает, какой смысл. Наверняка о чем-то они там пытаются договориться. Ходят, но медийное внимание привлечено. Наши в этом медийном болоте пытаются ловить рыбку, ну то есть на самом деле добиться того, чтобы Америка уменьшила поддержку Украины, и Зеленского в частности. Но, по-моему, наша уже голова кругом идет. Туда-сюда, противоположные точки зрения, все это высказывают различные органы печати авторитетного и так далее. Но нечто происходит странное. Ну не странное, это обычное. Каким образом модифицированное уравнение Фридмана естественным образом включает физический аналог космологической постоянной? Вот он вот так и включают, как я вот только что рассказывал. Они, значит, происходит следующая вещь. Откуда у нас возникает сверхускорение? Но откуда у нас возникает? Из того, что часть черных дыр теряют массу за счет гравитационного излучения. И тем самым у нас к обычному притягиванию дополняется некоторый коэффициент, который у нас его как бы пространство расталкивает дополнительный. Тем самым у нас все объекты начинают двигаться с небольшим, но ускорением. Вот. Не замедляться, как они замедляются, например, в теории Лагунова, а движутся с ускорением. И вот тем самым, за счет вот этого механизма, без всякого лямбда-члена, Николай Николаевич получает тот же эффект, который должна объяснить так называемая темная энергия. Без всякой темной энергии. Такая вот у него идея. Горького писал, что можно переместиться к периферии мегадыры и спастись от фотодиссоциации при сжатии Вселенной. Так можно существовать вечно через пульсации Вселенной. Да, ну, не знаю. 10 световых лет, да хрен там. Не верю. Не, ну вот, небесные тела не падают сразу друг на друга, ходят по орбитам. Понятно, что это все объясняется механикой Ньютона. Но с другой стороны, а если посмотреть на это, как на антигравитацию,
Но это не антигравитация. У нас антигравитация есть, как бы. Ну, ее так называют. Объяснить. Я видел некоторые статьи, которые пытаются ее объяснить, но что-то не стал их читать. Это поведение протонов, солнечного ветра от Солнца. Они движутся с большим ускорением. Они должны замедляться, а они ускоряются и ускоряются. И никто не знает почему. Но объясняется типа магнитными полями. Будто бы такие работы появляются, что там специфические магнитные поля вокруг Солнца, которые эти заряженные частицы двигаются этим. Но обычно люди говорят, вот антигравитация, вот она. Это одна из основных загадок стандартной теории Солнца, почему протоны, вылетающие с поверхности Солнца, вместо того, чтобы замедляться, движутся с ускорением. Учитывая, что есть и поговорка, и научных много трудов о том, что женщины любят ушами, то становится ясно, эволюционный механизм развития речи у человека как вида, у птиц тоже самцы поют. Ну, может быть, у поршнего другого, чтобы тебя сугесторы не съели. А здесь точно так же, да. Женщины любят и ушами, наверное. Берут и рассказывают. Может, кинетическая энергия искажает собственное течение времени для объекта, и его, как архимедовая сила, отталкивается от другого тела. Ну, как она? Ну, не особо она его искажает-то. Кинетическая энергия ведь бывает очень маленькая. В чем заключается методологическая проблема? Можем ли мы считать реальными эффекты антигравитации, которые следуют из математического формализма, но противоречат физической интуиции? Вы знаете, моя физическая интуиция не запрещает антигравитацию. Моя физическая интуиция удивляется тому, что ее нет в мире. Вот как-то так. В 2007 году теория Лагунова издана отдельная книга, по-моему, даже издательством «Наука». А в 80-х годах печатана «Наука и жизнь» на протяжении года. Ритмодинамики Юрий взял у него интервью в YouTube. Ну да, у меня была целая подборка книг Лагунова. Одна, по-моему, сохранилась, все остальные разошлись. Конечно, у меня и монографии его были, и общей теории относительности посвящено. У меня много чего есть. Но эта теория не вышла за круг почитателей его. Это в основном люди большого возраста на сегодняшний день. Намного старше, чем я даже. В общем-то, и скорее всего она умрет вместе с ними. И от нее ничего не останется. В чем заключается онтологический статус псевдотензора? Это математическая фикция или указание на более глубокую природу реальности? Ну и вот непонятно, что это такое. По-моему, это указание на то, что общая теория относительности не является правильной физической теорией. И только. Ученые дары масса чисто гравитационная, инертной массы нет. Если есть, то откуда вещество же внутри сингулярности нет? Ну вот загадка, да. У нее инертная масса есть, конечно. Но это загадка, почему электромагнитное излучение оттуда выйти не может, а эти гравитационные волны запросто. Инертная масса есть, у нее же есть масса. У нее есть даже некий момент, они бывают вращающиеся черные дыры. То есть какие-то основные показатели у нее есть. Почему новая антигравитационная сила стремится к доминированию в космологических масштабах? Да, падает как единица НР. И что это говорит о иерархической структуре физических взаимодействий? Да, вот. Почему? Ну вот у них решения такие. Я говорю статью, собственно, научную, я не читал, я читал научно-популярное изложение, значит, этой теории у Горького. Поэтому ответить на ваш вопрос, почему единица на R там возникла, это очень подозрительно, это очень, как бы так, находится в противоречии с законом сохранения энергии, например. На мой взгляд. Подозрительно. Я этого не очень понимаю.
Вот. Лужу паяют, теорию относительности подтверждаю. Да, говорят, что в Индии есть где-то там низшие касты, которые, главная их профессия, это собирать мусор. Они собирают мусор, разбирают мусор, сушат мусор и еще обучают программированию на C. То есть у них вот такая узкая специализация. В чем принципиальное отличие подхода Горького от модели Поплавского, тоже вселенная в черной дыре? А я вот не знаю такой теории. Почему автор настаивает на решении внутри классической ОТА? Да. Это Поплавский или Горьковый? Ну вот настаивает, да, настаивает. Не любит он квантовую гравитацию. И любит общую теорию относительности. А Поплавского не знаю ничего. Вращающее твердое тело должно увлекать и вверх, создавать торнадо эфира. Давайте вращать, ступаем в торсионщики. Ну, они там вращают, да, вращают. Методикал опять прислал донат. Вот. Все-таки Поппер писал вполне разумные вещи. Нелепо это потому, что он адресовал это взрослым людям. Тогда это должно следовать из культуры мышления, которая закладывается в юности. Суровому джигиту в папахе не стоит советовать читать «Бедную Лизу» для развития воображения и смягчения нравов. Ну, наверное. Ну, трудно сказать. Большое количество теорий, которые массовые и очень признаны, они не являются фальсифицируемыми. Ну, например, психоанализ. Да вся философия не фальсифицируема. Просто многие теории, они не достигают уровня научности. Это не делает их неинтересными. Оно просто делает их ненаучными. Ну, вообще суровому джигиту в папахе не следует чего-либо читать, наверное. Советовать читать. А так я вот смешному факту удивлялся. Вот Чехов, он настолько хорош, что, казалось бы, для человека, который прочитал, скажем, «Дуэль», то, значит, его мир должен быть, никогда не остаться прежним. Он должен быть измениться и стать другим. А этого не происходит. Люди читают и возвращаются к своим баранам. Папахе, баранам, овцам, ха-ха и так далее. Это удивительный факт. Горькавый мне ответил давеча в ЖЖ проспекта масс черных дыр. Он плавный, от звездно. Ну вот в его теории вот так получается. Притом он об этом даже пишет, почему нет промежуточных дыр. А теперь он столкнулся с тем, что так-то их в мире нигде нет, их нигде не находят, а вот в Лига их вот дофига. Я дописываю научную статью и скоро сделаю припринт. Хотел бы обсудить с вами ее, пока другие не успеют среагировать. Там будет немало интересно, в том числе квантовая гравитация. Как с вами связаться? Почта есть канал Telegram. Вот, можете связаться. Мозги искривляются, пространства нет. Привет из Крыма. Да, Крыму привет, очень жаль. Я так хотел там сегодня съездить туда в этом году. И никогда. Боюсь, что уже никогда. Речь придумали женщины. Сидели группами на хозяйстве и точили лясы. Ну, может быть. В описании к данному видео указан адрес электронной почты группы ТГ. Но гарантии, что без стимула у Игоря будет в ближайшее время желание знакомиться с вашим трудом, нет, пишет Артем Александрович. Сингулярность – это фиговый листок, бесстыжей эйнштейновской физики. Ну да, притом самому Эйнштейну это не нравилось. А что с ускорением движется? Да что угодно. Земля вокруг Солнца, вокруг барицентра. Автомобиль, когда отъезжаешь от обочины. В чем заключается эпистемологическая проблема проверки космологических теорий? Как отличить подгонку под данные от истинного предсказания в ситуации, когда у вас только одна наблюдаемая Вселенная? Ну, можно что-нибудь предсказать, а потом ждать, когда найдут. Помните, как это было? Как это называлось? В «Отягощенных злом», да? В ВОЗе.
Там некий космолог, астроном продал свою душу за то, чтобы его гипотеза подтвердилась. И пошел к Иисусу Христу, он же сатана, в услужение, без души-то. Стал его секретарем. А потом ему стало, в общем-то, все равно, как устроена Вселенная, потому что вещи, которые происходили с Иисусом Христом, он же сатана, и вокруг него оказались гораздо интереснее. Из Стругацких. Если мы движемся с ускорением, то два отвеса будет параллельны, а поле тяготения массы два отвеса будет не параллельны, а направлены к центру массы. Ну, может быть, но если центр массы очень далеко, то есть поле гравитационное однородно, то так не отличите. Гравитация – это дисбаланс массы в поле. Ну, может быть. Не очень понятно, что это такое. Когда я стукаюсь с разбегу о стену, масса моей головы не меняется. Короче, физики мозги все запондрили, и нам тоже. Но не меняется, да. Алекс Пул, легче не становится. Не становится. Допускаете ли вы, что в 1945 году союзники обязались денонсировать свою часть Европы, но кинули Сталина? Сейчас Путин спустя 80 лет это исправит. В 1945 году, наверное, да? Нет, не допускаю. Руки коротки у Путина, чтобы денацификацией Европы заниматься. Игорь, ты же земляк-катющик, а ныне покойный. Что скажешь о его понимании топика и в связи? Я совершенно, по-моему, не земляк-катющик, как я его земляк. Разве что духовный просто. Он блогер, гораздо более популярный, чем я был, и я. А он, по-моему, откуда-то с Алтая, он заканчивал Барнаульский университет. Я родом из Архангельска. Расстояние там в 7 или 8 тысяч километров, если не в 10. Вот. Я мало знаю его теории, но некоторые его видео смотрел, там издевательство над Невзоровым и всем остальные. Это красиво и остроумно, на мой взгляд. Он сказал, что в Лига только звездная масса и только одна 100 масс. Нет, как минимум две. Самая первая и вот то, что мы недавно обсуждали. Это же не то ускорение, которое вы описали, потом же замедление будет. Да, наверное, не то. По инерции. Наверное. Если Вселенная безгранична, она по определению не может быть полностью наблюдаемой. Но только отчасти, ведь она к тому же и пульсирует. Так что ясно. Но вот она не бесконечна. Какой физический смысл заключается в том, что антигравитация имеет более дальнодействующий характер, чем классическая гравитация? В том, что все разбегается с ускорением. Если бы у нее был радиус меньше, то это ускорение бы не было. Действительно, с углом между отвесами можно определить на Земле или в ракете с одним же. Ну да, наверное, что-то с одним же. Ну все, спасибо. А вот от Методикала пришел еще донаты. Несколько раз жалел, что не читал чего-то в свое время, потому что похвалы и пересказы вызывали отвращение. Да-да-да, у меня такое же отношение к Попперу. Может быть, и Поппера стоит почитать. Да я его толком и не читал. Что-то мне попалось где-то. Может быть, и стоит. Но у меня вообще тяжелое отношение к всей аналитической этой традиции, островной философии. Почему-то. Какая-то она корявая, бездуховная, некрасивая, непривлекательная. Хотя по роду своих занятий, по образованию, вот то, что я вам сейчас рассказываю, мне бы как раз только в аналитической философии плавать. Я в ней как бы так плаваю, но без удовольствия. Раньше я думал, что он писал только в научных теориях, а не о философии, кстати. Ну, много чего написал. По-моему, какие-то пошлости. В пересказах я знаю его. Про открытое общество. По-моему, пошлости всякие. Ну, так кажется. Ну, так что я вот точно так же отношусь, наверное, как и вы, ко всему этому направлению. Таким
пренебрежением и брезгливостью. Поэтому сам про это рассказываю и сам этим пользуюсь. Удивительное сочетание. Ага. Как циклическая модель Вселенной решает фундаментальную проблему роста энтропии, если каждый цикл должен в точности воспроизвести условия предыдущего? В том, что энтропия накапливается черными дырами и потом сбрасывается и удаляется таким образом из Вселенной. Вот так. Для одного муравья Москва столь же бесконечна, как для человека Вселенная? Наверное. Катюша говорил о базовом гравитационном поле, которое предвидели еще в 17 веке какие-то французы. Но что за этим скрывается, я не знаю. Как нелокализуемость гравитационной энергии влияет на применимость статистической механики и гравитационным системам? А как она влияет? Я даже не знаю, как она может влиять. Тоже постоянно растет и в полноте муравьем ненаблюдаемо. Как объяснить парадокс? Хаотическое слияние черных дыр приводит к упорядоченному антигравитационному эффекту. А в чем парадокс? Здесь парадокса я на самом деле не вижу, наверное. Угу. Просто их там так много, что можно действительно, как вы выше писали, как статистической механики. То есть их там этих дыр, ну как атомов в какой-нибудь там в мировом океане. Молекул, скажем, воды. Их там очень много. Им все кишит. Вот так. Спасибо большое за стрим. Всем крепкого здравия, вдохновения, взаимопонимания, мирного неба и, конечно, денежек побольше. Берегите себя и близких. В чем принципиальная разница между тепловой смертью в классической космологии и термодинамическим бессмертием циклической Вселенной? В том, что одна смерть, а вторая жизнь, а второе бесконечное колебание. По-моему, уж лучше смерть, чем вот так болтаться зад-вперед. Спасибо. Так, спасибо. Сейчас проверю еще, может, что-нибудь пришло. Ну, вот такие вот вещи. Ну все, завершаем трансляцию. БГП давит на массы издалека, что создает как гравитацию, это антигравитацию. Я так понял, Катюшек. Ну, может быть, но у меня как бы особого желания изучать, что он там думает, не было никогда почему-то. Я понимаю, он популярен, тут люди приходили от него неоднократно. Анцев как-то на стрим приносил такого Катюшянца, помните, давным-давно. И мы с ним беседовали. Алекс из Сибири открыла, что электроны переносят ток, а вот протоны не переносят. Не переносят ли нейтроны гравитацию? Ну, наверное, нет. Иначе бы мы это заметили. Ну, хрен его знает. Бывают же нейтральные токи, который ток есть, а что он переносит? Да ничего не переносит. Вот так. Здравствуйте, я опоздал. Ну как, антигравитация получена? Ну, на кончике карандаша, да. На кончике карандаша. Ну ничего нет, да. Ну все, завершаем трансляцию. Всем спасибо, значит, особая благодарность Методику, который у нас сегодня единственный донатор. Завершаю трансляцию.